Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно лора. Да, различные вещи происходят у нас внутри данной игры, и что сейчас? Сейчас строим колония Бридж, все остальное, выстраиваем различные мегашипы на различных расстояниях, от системы Алькор до системы колония. Все, конечно, прекрасно, но случилось кое-что интересное, ужасное, паршивое. Давайте-ка во всем этом разбираться и познаем эту историю. Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Ну и давайте немножечко предыстории, чтобы, так сказать, вникнуть во все это дело. Новости Галнета, да, такая штука у нас есть, тут есть новостные выпуски, некоторые можно читать, некоторые слушать, но сейчас не об этом. Первая часть, колония Бридж, введена в эксплуатацию. Предупреждение Федерации пилотов. Между центральными системами региона колония были размещены 30 гигантских кораблей, которые будут выполнять роль стационарных портов. Или портов. 25 гигантских кораблей с доками для стыковки отправились из системы Алькор в сторону колония и заняли свои места в различных системах на расстоянии от 400 до 500 световых лет друг от друга. Еще 5 гигантских кораблей были размещены со стороны колония. Все эти судна станут постоянными перевалочными пунктами для путешественников и бизнесменов, следующих в регион колонии и из него. На них представляются различные услуги, в том числе возможность дозаправки тритием для кораблей-носителя класса Дрейк. Колония Бридж– плод усилий компании Brewer Corporation, которая провела крайне успешную кампанию по сбору и доставке ресурсов для строительства кораблей. Мегакорпорация сообщает, что вторая фаза проекта начнется на следующей неделе. Во время строительства колония Бридж экипаж гигантского стационарного корабля Memories of Арисрате, действительно, в системе Snake Sector OD-SB4-2 сообщил о необычном происшествии. Сенсоры дальнего действия поймали искаженную передачу, похожую на сигнал бедствия. Несмотря на то, что точно запеленговать сигнал не удалось, по усилиям можно предположить, что он отправлен из источника, находящегося в радиусе 50 световых лет от этой системы. И, ребята, это действительно есть. Сейчас все вам буду показывать и рассказывать. И вот откуда перся данный сигнал. Snake Sector GW-WC1-1 из этой вот системы. И здесь нам нужна определенная планета. Найти ее несложно, она будет сразу видна на карте системы. Как видите, тут уже флотоносцы прилетают, выстраиваются, чтобы посмотреть, что тут произошло. В общем, вот это вот большое газовое чудо с кольцом и его второй спутник. То есть планета AB5b. Летим сюда. Когда подлетите к этой планете, вам нужен будет подробный сканер поверхности. Естественно, сканируем, все прекрасно, все хорошо. Но у вас может не появиться сигнал, который нам нужен. Сигнал выглядит так. Holloway Bioscience Research Facility. То есть уже немножечко интрижки накатим. В чем прикол? Его видно не будет, скорее всего. У меня его видно не было. Мне пришлось вот так крутить башкой и выбирать различные сигналы. Такие лаги временами бывают в Одиссее, так что знайте. Если что, используйте для ориентира вот эти вот белые пятна на экваторе. Вот одно из самых больших, туда вам и надо. И еще, друзья, пожалуйста, больше активности на видео, больше смотрите, не перематывайте, пишите комментарии, и если вас YouTube спросит по поводу оценки видео, будьте добры, сделайте это как-никак. YouTube это ввел для моего канала наконец-то, а это хороший знак. Вот, собственно, мы прилетели, друзья, и знаете, что я вам скажу? Ну, сейчас найдем место для посадки, тут, в принципе, везде ровно, думаю, сядем без проблем, даже на Анаконде. В чем прикол? Искать все, что связано с лором, это, конечно, прикольно и интересно, но хотелось бы, чтобы в игре была некая база, чтобы вы могли, грубо говоря, нажать что-либо и, так сказать, продвигаться по квесту, начиная чуть ли не со самого старта игры, чтобы узнать все гораздо более подробно. Давайте смотреть, что же здесь произошло и почему отсюда шел сигнал. На карте, кстати, видны журналы связи, но почему-то они показаны, как будто они вверху. Интересно, сколько их здесь? Давайте сначала просканируем один. Давайте смотреть. Поврежденный журнал. Так, понятненько, он поврежден. Хорошо, хорошо. Давайте другой. Ну, хоть какой-то тут должен рассказать нам какую-то историю. Смотрим. Второй из 4.
Ясненько. Давайте-ка засканирую сейчас все, и уже будем вникать в данную историю. Они здесь все рядом, расстояние небольшое, подсказки на карте есть. Если хотите сделать, чтобы это было видно лучше, вы можете с помощью Peg Up и Peg Down выбирать расстояние, которое вам будет показываться. Но не забывайте то, что здесь еще будут валяться материалы различные. Давайте смотреть. Сара Стерлинг, 18:00. Если бы у отряда Excalibur был зал славы, эта миссия точно в него попала. Институт Холлоуэй Bioscience. Институт сообщил, что они потеряли связь с одной из лабораторий. Мы должны разобраться в ситуации и эвакуировать персонал. Если понадобится, что ж, мертвым эвакуация ни к чему, но что именно их убило, совершенно непонятно. Мы нашли несколько пустых комбинезонов, одежду со следами замерзшей крови, но ни одного тела. Питание базы отключено уже несколько недель, но не похоже, чтобы кто-то его покидал. Капитан говорит Туни, судя по всему, с системой охлаждения энергетического центра возникли какие-то проблемы, потому что местные инженеры перенаправили геотермальные потоки, чтобы сбрасывать избыточное тепло реактора под землю. Я врубил все обратно, так что скоро все снова заработает. Отлично, капрал, это хорошая новость, держите меня в курсе. Конец связи. Большая часть команды сейчас ищет улики, а лейтенант Маккеллер скачивает их в базу данных, так что мы сможем... Стоп, выстрелы! Сержант Джеред, прием! Джеред, ответьте! Капитан, я на связи. Захожу в инженерный отсек. Рот, Бакли, прекратите огонь! Что вы? Господи помилуй! Они лезут из-под пола. Что это за твари? Баки, назад! Отцепитесь, отстаньте! Уберите их от меня! Короче, ребята, что-то тут пошло не так. Торгоиды ли это? Или что-то еще. Второй журнал. Уже от 30.10.3355. Может, там опечатка была? Ладно, допустим. Дела плохи. Мы в полной заднице. Эти твари появились просто из ниоткуда и заполнили всю базу. Тойнисон, Бакли и Вебстер мертвы. Судя по всему, Патил и Кух тоже. Они вылезли из-под напольного покрытия в инженерном отсеке и продолжают пребывать. Их тут сотни, тысячи. Никогда не видела ничего подобного, похоже на пауков. Но ног слишком много, полностью белого цвета. Каждая особь размером с кулак. Рот круглый, зубастый, как у миноги. Прыгают быстрее молнии. Я приказал отряду их уничтожить. Но их слишком много, и теперь мы... И дальше непонятно что. Ребята, если не знаете, что такое минога, я либо ставлю картинку, либо загуглите. Довольно мерзко. Далее. Капитан, мы загерметизировали третий отсек. Но эти сволочи пролезли. Они сыплются сверху из вентиляции. Сержант, отступайте к центру управления. Как слышно? Ошибка передачи. Сержант! Сержант! Поздно. Они его облепили. Ему крышка. Давай, бегом, марш. Связь с Джередом потеряна. Он мертв, не может быть. Джеред первым вступил в мой отряд. Нужно выбираться отсюда. Капитан Стерлинг, Экскалибуру, прием. У нас ЧП уровня Омега. Запрашиваю незамедлительную полную эвакуацию. Отряд Экскалибур. Ответьте. Он прыгнул мне на ногу. Где эта тварь? Не вижу. Я его убила, все хорошо. Хватайся за меня. Сэм, идем, давай. Экскалибур, повторяю. У нас код Омега, прием. Не понимаю, канал связи открыт. Почему он мне не отвечает? У сигнального маяка. Нет сигнала. Корабля нет на месте. Куда он делся? Что за чертовщина? Интересно. Очень интересно. 31.10.3355. Сара Стерлинг. Опять-таки. Мы собрались в центре управления. Те, кто выжил, половина отряда мертва. Света на базе нет, кроме как от фонариков в наших костюмах, а энергетический центр отключен. Именно поэтому эти твари появились. Маккеллер загрузил последний отчет исследователей, составленный после первой атаки. Ксенобиологи считают, что примерно в километре под поверхностью спутника находится изолированная подземная экосистема. Вероятно, эти существа видят инфракрасное излучение и охотятся, распознавая тепло тел других животных. Когда тепло реактора начали сбрасывать под землю, оно растопило вечную мерзлоту и привело этих тварей. Привлекло. Так что они пролезли сюда по трубам. Капитан, я у 4-го служебного люка. Мы перекрыли вентиляцию, но Джулс еще не вернулась. Я пойду поищу ее. Стоять. Если не запечатать последний проход, они проникнут и сюда. Рот говорит... Стерлинг, прием. Повторяю, капитан Стерлинг. Вызывает рядовую рот. Немедленно ответьте. Закрывайте люк, капрал, это приказ. Есть, мэм. Теперь нам остается только ждать. Тепло от энергетического центра больше их не привлекает. Так что, возможно,
Они потеряют к нам интерес и уйдут обратно под землю. Я слышу, как они ползают в темноте, снуют по полу и стенам и ищут щель, чтобы пролезть туда и добраться до нас. Если найдут, то у меня осталась батарея для винтовки. Хватит на всех. По крайней мере, я не допущу, чтобы они погибли так же, как и остальные. Четвертый журнал. Сработало, пришлось подождать пару часов, но твари все-таки ушли. Маккеллар подтверждает, что геотермальные трубы полностью замерзли, так что обратно они точно не пролезут. По моему приказу он уничтожил панель управления энергетическим центром. Надеюсь, теперь мы избавились от них навсегда. Теперь у нас другая проблема. Асфиксия. Системы жизнеобеспечения на аварийных запасах долго не протянут. Комбинезоны выигрывают нам еще несколько часов, но наш корабль исчез. И идти нам некуда. Я отправила сообщение на спасательный маячок, но поблизости на сотни световых лет нет никого. Мэм, капрала Тулани нет в пределах охраняемого периметра. Видимо, он задраил люк с другой стороны. Наверное, решил пойти за Джулс. За рядовой род. Они были близки. Принято. Добавьте его имя в список погибших. Конец связи. Так, о Тулани и род я ничего не знала. Должна ли была знать. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Капитан, прямо над нами, на низкой орбите, стоит корабль. Гигантский корабль. Что? Слава богу, видимо, они поймали наш сигнал. Можешь идентифицировать? Сканирую. Странное судно. Похоже, это кочевники. Весь корпус разрисован племенными знаками. Попробую разобрать название. Кажется, там написано «Фагос». Они отправили атмосферные капсулы для высадки. Что же, лейтенант, давай встретим их у главного шлюза. Со всеми почестями. Конец связи. Неужели нам наконец-то повезло? Конечно, эти падальщики потребуют за спасение кучу денег, но мертвецам кредиты точно ни к чему. Условия у кочевников далеки от люкса, но, по крайней мере, это лучше, чем если бы нас сожрали живьем. Ну и тот самый поврежденный журнал, я не вижу никаких здесь подсказок, может быть, на первый взгляд. Были такие моменты, когда были различные буквы, типа 1, 2, 3, 4, 6, 7, а вместо пятерки какая-то буква, тогда что-то можно было сопоставить. Да, такое было касательно экспериментов над торговецкими кораблями и людьми. Да, было такое дело. Там было довольно интересно, если что, подсказочки будут. Я сейчас залез в костюм Мэверик, и как бы взаимодействовать с чем-то я не могу. Сейчас буду что-нибудь искать. Мало ли я нашел здесь не все. И есть что-то еще. Ты кто такой нахрен? Наверное, просто непись. Я становлюсь параноиком уже с этими историями. Друзья, я старался. Не нашел ни единственного входа вообще нигде. Взаимодействовать с чем-либо нельзя. Пока что или нет, непонятно. Но, увы, ничего тут больше нет. Если вы тут что-то нашли, что-то супер такое важное, то напишите об этом в комментарии. Надеюсь, у вас не такое острое чувство юмора, чтобы вводить людей в заблуждение. А вдруг это все-таки название какой-то системы? Типа там будет звездочка, там будет решетка и оканчиваться на Сен. Может быть, да, может быть, нет. Фиг его знает. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там мы перешли уже за 5000 видео. Говорю о том, сколько отснял, чтобы вы понимали то, что в этой игре контента очень и очень много, и чтобы вы не слушали всех тех остальных, кто говорит то, что ну его тут мало, заняться нечем. Поверьте, это не так. Плюс, многие видосы я структурировал в плейлисты, примерно 1/5 от всего, что отснял, и там у нас получается в описании 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, корабельное вооружение, ручное вооружение, комбезы, как собирать различные фиты и так далее. Много чего полезного. Но все же общая картина всего, что отснято, в одном большом плейлисте. Плюс, будут и ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться в компашке, чтобы играть хоть в КС-ку, хоть в дотку, я вас не осуждаю. Сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу. И еще. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то в описании под видео ссылочка Discord, там подробные правила вступления и так далее.
И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.